В общем, я долго думал, выкладывать это видео или нет, потому что это, опять же, для меня чуть-чуть странное поведение. Вот эта штучка, которую я держу в руках, это, в общем, честно говоря, я давно её не держал в руках. И в чем проблема? В том, что она слишком классная для меня. И она больше фиксирует мой уровень рисования, чем перо. А перо помогает мне взять и сделать мое рисование чуть лучше, чем я делаю. А карандаш, он фиксирует, он как линер. Ну, нет, намного круче, чем линер, конечно. Но он все-таки фиксирует мой текущий уровень рисования. А перо помогает мне создать вот эту вот магию. Я уже привык к тому, что инструмент мне помогает быть лучше, показаться лучше, чем я и есть. Именно казаться лучше, чем я есть. Да, лучше, чем я рисую. А перо, карандаш, оно сталкивает меня с моим текущим уровнем рисования. Да, это странно. Чуть-чуть про рисование карандашом. Это такой желтенький Эрих Краузе. Ну и такой HP. Штриховка, не сказать, что прям впечатляюще лежит. Ну, в принципе, я и не ожидаю от него ничего особенного. Ну, в общем, попробуем порисовать что-нибудь в таком простом духе рисования деревьев. Стилизованных, конечно же, как у меня обычно. Беру и прорабатываю в первую очередь форму, в вторую очередь чуть-чуть объема. Я ожидаю, что произойдет такая импрессия эмоциональная. Что-то получится. Не хожу сильно в детализацию, стараюсь ограничиться, в общем, большей частью общих впечатлений. Да. Чуть-чуть про рисование карандашом. Я попробую и в той стилистике, которая шур-шур, АСМР, тем порисовать и поговорить чуть-чуть, бла-бла-бла, окей. Ну, что я делаю? Я делаю обычную, типичную для меня тренировку, когда я отрабатываю базовые формы для того, чтобы они все время меня поддерживались в таком актуальном состоянии. Ну, собственно, что, мне кажется, и нужно делать всем, кто имеет дело с такой проектной графикой. Я думаю, можно рисовать совершенно рандомные такие вот базовые формы. И, по сути, на лету так освободить голову и не мучить себя, может быть, этим там, правильностью того, что ты рисуешь, а отпускать башку на волю. Это может быть не очень умно, не очень симпатично, но ты делаешь практикой. Не практически. Вот так я провожу время, когда я слушаю какие-нибудь лекции на YouTube. Но этого я довольно много делаю сейчас, в данный момент. Поэтому практика нарабатывается. Слушая ютубчик, я не все время смотрю туда, в камеру, вернее, в эту монитор. И мое сознание раздваивается. Одна часть сознания рисует легкий скетч, другая часть слушает, про что говорит лектор. И, по сути, это невероятно удобно, потому что я и практику имею постоянную, и информация ко мне заходит, и прокастанирую вроде как бы с пользой. Классно же, со всех сторон прям. И мой скетчбук постепенно заполняется изображениями в нужном мне стиле. То, что я тренирую для себя. Таким образом. Сейчас это может быть все немножко похоже на одно большое пятно, но ничего страшного. Оно разобьется. И это вот, если бы я не говорил одновременно с записью видео, то результат, в принципе, был бы другой. Вот я стараюсь избегать вот этих стримов, где я должен говорить и в то же время делать результат. Это очень сильно
усложняет мою ситуацию, да. Поэтому мне легче или молчать, чтобы все слушали шур-шур-шур, или говорить, когда я уже закончил рисунок. В общем, вот. А сейчас я стараюсь сделать одновременно и то, и другое. Поэтому, если вы только учитесь рисовать, не занимайтесь такой же ерундой, как я. Это странно и очень мешает двигаться вперед. Ну, это, конечно, помогает прокачиваться, но двигаться вперед реально мешает. И мешает моему личному ощущению получения удовольствия вот от этого занятия. То есть я кайф получаю, когда вот смотрю на ютубчик и в фоновом режиме рисую. А теперь, когда я стараюсь говорить, то пользы особо нету. Просто тренировка. Шур-шур-шур-шур-шур-шур. Я очень давно не рисовал карандашом, но я вот поделюсь. Ходили на наброски тут. И я для того, чтобы помочь подруге, дал ей в руки перо. Нет, не перо, что-то, чем рисовал. Сам взял ее карандаш и попробовал за многие лета, ну, более-менее так реально посидеть и порисовать карандашом, чего я не делал давно. Оказалось любопытно. Оказалось, можно стирать. Оказалось, карандаш терпит многое. Не то, что мои перьевые штуки. Ну, очень интересно оказалось. Не сказать, что мне понравился результат. То есть я уже привык к тому, что у меня выходит изображение более готовое, как мне кажется, к результату. А карандаш не всегда мне дает это ощущение. Ну, можно, конечно, можно его нарастить, там, бла-бла-бла. Кто художник, тот пускай тем и заморачивается. Я не художник, моя тема архитектура, ландшафтная архитектура. И я реально хочу получать сразу же на стадии скетча вот тот вид, который я получаю, да. Вот, а карандаш мне не дает, как не царапай бумагу. Это импрессия, которая мне нужна. Моя тема — другой материал. Ну вот, сегодня порисую и этой штукой. Так вот, ну, сам сижу, рисую карандашом и балдею. Как это удобно. Как это классно со всех сторон. Все классно. Но для меня только не финальный результат того, что у меня получается в то время, которое у меня есть. Но во многом и результат хороший получился, но вообще не тот, который я ожидаю себе для процесса, из процесса. Очень сейчас хочется вернуться к тем инструментам, которыми я рисую, и сделать что-то. Блин, дай мне другую импрессию, дай уже. Ну, короче, можно им рисовать, да. Линии могут быть энергичными, но он не идет в ту детализацию, которая дает мне вот эту вот радость. Он просто туда не идет. Он может туда идти. Я знаю это. И это могут делать художники. Я тоже знаю это. Но мне нужно в моей картине мира, чтобы он это делал, а он не хочет. В общем, вот. Такие у меня драматические отношения с темой карандаша. Да. Или нужно жирный взять. Блин, под рукой нету. Я просто купил во времена, ну, весной, да. Вот этот набор. И все оставлял его. Не знаю зачем. В общем, нет, конечно, это не моя тема. Мне нужны лучше туши, штрихи драматичные. Там вот то, что я снова начал делать, всякие другие штуки. А он еще и блестит. Он еще и отсвечивает с листа. Как это можно... Ну, в общем, такое есть. Я озадачен. И я думаю, зачем мне это?
Для меня вот эта вот тема с карандашом, она, ну, на самом деле супер важная, потому что, ну, я много учился рисовать карандашом, много рисовал карандашом, там, головы, вот эти вот, ну, геометрические фигуры. Я супер уважаю эту тему, супер. Просто сейчас я ей не могу воспользоваться в моем уровне нормы. Если, наверное, двигаться и упереться в карандаш, мне нужно для этого обоснование. Я пока не вижу. Нет, есть обоснование. Это книжка Бориса Костыгова «Графика». Очень крутая книга. И там он, по-моему, очень много использует карандаш. Но там другой формат. Огромные листы. Ну, это архитектор, который делал подачи для архитектурных проектов. Как я понимаю, Ленинградского союза архитекторов. Превосходная графика, невероятная графика. В общем, вот в эту историю я бы, пошел, конечно, с карандашом. Ну, в общем, вот сегодня был такой момент. Я шагнул немножко ближе к этой теме. И вот сегодня будет такой маленький набросок. Он, ну, по сути, ни о чем. Это зарисовки в моем скетчбуке. Я нашел скетчбуки свои старые и думаю, чем закорябать. Потому что там очень много листов, оказывается, пустых, пропущенных. Я думаю, что я могу сделать? О, окей, я возьму карандаш и нарисую туда какую-нибудь ерунду. Вот что я и сделал. И даже мои обычные полеты как-то, я не знаю, как-то, я не знаю, как это сказать. Ну, в общем, короче, да, карандаш мне долбать и долбать. Вообще, как будто бы нету, я не знаю чего. Ну, он хорошо работает на рисунке фигуры, а вот это моя стилистика, она не переносится в легкую. А, точно, я хочу добиться от карандаша того, что я, ну, научился добиваться от пера. И это странно. Проблема. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, и смотрите внизу, там можно уже купить мои работы в галерее Saatchi. И смотрите ссылки на плейлисты, на очень много плейлистов, на очень много видео, где я рассказываю, делюсь то, каким образом вы можете рисовать и получать от этого удовольствие. В общем, вот такая тема. Всем чао-чао, хорошего вечера.